Бангкоке торговые центры – это не просто место, куда заходят за покупками. Это пространство, где город живет свою повседневную жизнь. Здесь встречаются, едят, пережидают жару, работают за ноутбуками и проводят часы так, будто это обычная улица только под крышей. Иногда кажется, что сам город построен вокруг этих пространств. Не наоборот, а именно вокруг них. У каждого такого места есть свой ритм. Где-то ты приходишь просто перекусить, где-то зависаешь дольше, чем планировал, а где-то внезапно начинаешь сравнивать цены и понимать, как здесь устроена экономика повседневной жизни. И чем дольше ты здесь находишься, тем яснее становится. В Бангкоке торговый центр – это не цель, это инструмент. И сегодня я хочу посмотреть на город именно под этим углом. Мы в терминале 21. Это торговый центр, где каждый этаж сделан в разном стиле под разные страны. К примеру, вот первый этаж Токио, второй этаж это Лондон, третий это Истамбул, пятый Сан-Франциско, а четвертый Сан-Франциско улицы. И на каждом этаже всякие приколюхи есть. Но главная точка притяжения здесь – это фудкорт. Не потому что он большой, а потому что сюда реально ходят есть каждый день. И как все это работает? Вам нужно положить деньги на карточку. Карточка бесплатная, потому что здесь все магазины, они не принимают кэш, они вот работают только по вот этим терминалам. И показываете там номер 8, 40 бат, просто карту приложили и готово. Hello, can we get number 11 and 10? And is it possible to make number 10 with noodles? Все максимально быстро и понятно. И именно поэтому такие фудкорты стали частью городской жизни. Все, покушали, давайте уходим, ребят. У нас начинается обзор. Мы заказали кокосово-молочный куриный суп и том-ям с лапшой. Я уже вижу, насколько он острый, хотя, как всегда, говорят, что это не острое ничего, поэтому я даже не буду это пробовать. Ладно, вот так вот сделаем, испортим блюдо. Но сама фишка — это вот эти вот виды, офигенские виды, которые здесь можно наблюдать. Прикольная панорама города. Давайте приступать к обзору. У нас на распаковке кокосовый куриный молочный суп. Пробуем сперва бульон. Блин, как прикольно. Отдает лимонграссом, кокосовым молоком, плюс вот эта специя, вот эти листья, я не знаю, как они правильно называются, но она прям тоже отдает имбирь, чувствуется лук. Вкусная комбинация. И он такой, знаете, кисло-нежный, я бы сказал. Кисло-нежно-молочный, вот да, это оно. Посмотрим, какая курица. Курица классная, нежная, мягкая филешка. Как бы просто вареная курица, не обжаренная до этого. Что тут еще взять на обзор? Лук. Лук розовый, вареный, прикольно, но из-за того, что он в бульоне, в основном как будто чувствуется весь вкус бульона, и понимание того, что это лук, он просто у вас хрустит на зубах и все. Вот это похоже на имбирь, но это не имбирь. Но, блин, вот эта штука прикольная. Какие грибы даже. Мне кажется, скорее всего, это грибы, потому что оно по консистенции такое же, ну как грибы, на слайсе нарезанные. Типа вы жуете, но оно не пережевывается, а в комок превращается. И не разделяется на несколько частей. Лимонграсс, другие грибы и курица. Все, больше ничего нет. Попробуем рис. Обычный рис. Не соленый, пресный, вареный рис. В целом неплохо. Is it so spicy? No, not any, but salty. You Really? can try, yeah. Okay, try mine. It is nice. Spicy. No, it's very creamy. Ладно, тогда я приступлю к обзору том-яма с лапшой. Но эта лапша, как вы понимаете, это во Вьетнаме она называется мисао. Мисао? Right? Yeah. Короче, в России это называется доширак. Роллтон, как угодно, бич-пакет и так далее. В Таиланде я не знаю, как это называется. Пробуем опять же с бульона. Лимонграсс. Что еще? Но сильно резкий для меня, потому что я болею, у меня болит горло, и я не особо... Sorry. No, I'm good. Не особо переношу резкие, вот такие островатые, сильно соленые вкусы сейчас из-за того, что горло болит, и оно прям резко ощущается. Но здесь в бульоне, так как они сварились вот этой вот лапшой, оно ощущается, вот есть вкус вот этого доширака. Да, бульон прикольный, лимонграсс, специи, как обычно, том-ям, хороший том-ям. Плохого ничего не могу сказать. Попробуем чуть-чуть лапши. Ну, лапша как лапша. Ничего особенного. Ее сварили перед тем, как добавить в суп. За несколько минут я это чувствую, потому что она внутри еще есть, у нее консистенция такой твердости. Знаете, как будто бы аль-денте, но оно далеко не аль-денте. И вот поверхный вкус самого супа том-ям. What else there? Mushroom, right? Mushroom, shrimp. Да, гриб тоже со вкусом том-яма. Поэтому суп для меня он такой не сильно интересный, потому что все от него имеет идентичный вкус, как по мне.
Ребята, я ошибался. Креветка тема, потому что она сочная. Ее вот буквально закинули в кипяточек на 30-40 секунд. Вот она доварилась. Она не красная внутри, не сырая, но она сочная, мягкая. И это тема. Но и по вкусу, почему я тоже был неправ, потому что она не отдает прям вот том-ям из-за того, что она в панцире. И сам панцирь, он закрыл от бульона, и внутри креветка осталась в своем виде. Но если съесть ее целиком, то, понятное дело, вы как-то чувствуете сначала том-ям, а потом саму креветку. Это тоже прикольно. Такая особенность. Да, креветка неплохая. Вот такой обзор фудкорта Терминал 21. Это лимонный лист, оказывается. Вот это лимонный лист. Вот такие вот информативные вещи. На карточке еще остались какие-то баты. Взял красный чай с медом. Горячий. Вау, прикольно. Это такой, знаете, как каркаде с медом. Он не прям сильно горячего, они сделали. Без сахара. Вообще песня. Да сейчас скажу вам, сколько по итогу вышло за 2 супа. Вот этот чаечек и был еще смузи. Делаем возврат налика. Итого 199 бат, вышло 2 супчика, лимонадик и чаечек. Что думаете, дорого это или дешево? Пишите в комментариях, будем разбираться. Еще что прикольно в этом месте, это то, как они готовят. То есть вы можете в буквальном смысле наблюдать за тем, как готовят ваши блюда. Смотреть, чему-то можете учиться, как подбрасывают, что-нибудь там жарят, варят, парят. И тем самым наблюдать, что там стерильно. И, кстати, еще один такой интересный факт. Вы знали, что в целом 80% мяса для многих там кафе, ресторанов, сетевых ресторанов, оно поставляется с одного рынка в Бангкоке. Есть такой мясной рынок. По чистоте там все супер-пупер, но объемы там просто колоссальные. Остальные 20% это импортное мясо из Австралии, может какая-то там Корея, но основное все, вот 80% Бангкока обеспечивает один рынок. В Бангкоке еда – это не отдельное событие, это часть маршрута между делами, встречами и перемещениями по городу. И дальше будет место, где люди приходят не только за покупками. Там назначают встречи, приходят поесть, а иногда просто посидеть под кондиционером. Это место настолько популярно, что в выходные туда специально приезжают из других районов города. И да, это не кафе, это Икеа. Та-дам! Я снова по нему скучал в течение 3 месяцев. Не 3, 4, 5 лет, как это было в Малайзии. А-ля-ля, сейчас будет просто песня, разрыв. Мы сюда приехали за тапочками и за, конечно же, едой. Смотрите, что тут есть. Шоколадки. Мы вот это берем. Вот это мы обязательно берем. Блин, печеньки, вот можно их бесплатно попробовать. Снеки всякие разные. Блин, прикольно. В этом плане, как будто в этой Икее побольше выбора, чем в Малайзии. И также здесь есть еще мороженое. Ох, вот это прекрасный стеллажик. Это вот эти вот циферки, блин, это вообще потрясающая тема. Это, да, когда вот вы помните еще, когда идешь по большому магазину, в плане там рассматривать, что-то высматриваешь, запишешь, такой, о, вот этот столик мне нравится, вот эта подставочка мне нравится, там ее надо собирать. Но их, короче, нет вот так вот, как в магазине. И они находятся на складах, и ты потом с бумажкой, вот для чего даются карандаши, ты записываешь все артикула и потом название, чтобы их там найти. Переходим к обзору тапок. Существует 2 вида тапок в плане размеров: SM, LXL. И тяжело попасть в какой-то промежуток, сейчас я вам покажу на своем примере. Потому что если вы возьмете SM, у меня вот размер 40, и они мне впритык. Ну, типа даже пятка вываливается. И чтобы взять следующий размер, да, потому что у вас варианта особо нет, вы вот берете следующий, и тут просто, не знаю, еще можно маленького гномика с собой таскать на пятках. Ну, что это такое? Все, размеров ни хрена нет. Поэтому мы их и не берем. Вот эти выглядят прикольно, но по размеру такая же хренотень. Вот, пятка вываливается. Ни хрена не подходит. Окей, как вы поняли, тапочки мы не взяли, потому что они нам не понравились. Нам. Конечно, нам. Maybe this one. Look style. Wanna wear? No. Seriously, you don't like this slippers? Yes, but I want to buy for wear outside. Мне же в целом тапки изначально были. Тут, кстати, в бангкокской Икее еще продаются вот такие сумочки. Но с этими сумочками, конечно, лучше далеко из Бангкока не выезжать, если вы понимаете, о чем я. А вот еще один интересный факт, который я слышал давным-давно. Вы знали, что во Вьетнаме нет Икеа, но ее там производят. Я это слышал и был крайне удивлен. И тут мы сейчас находимся в Таиланде, находим свечки, которые сделаны во Вьетнаме. Это как вообще такое? И не только вот этот вот вариант свечей. То есть рандомные берете. А нет, это Made in Poland. Окей. Маленькая, вот да, Made in Vietnam. Как так вообще?
Быстрый рум-тур, погнали. В IKEA очень легко забыть, что ты в магазине. Здесь не просто мебель, здесь готовые квартиры, собранные как конструктор. Тут у нас что? Мини-детская, тинейджерская. Слушайте, довольно-таки уютная. По ощущениям, около 8-9 квадратных метров. Маленькое пространство, но оно уже живое. Кровать, рабочее место, хранение, все на своих местах. Санузел. Окей. Даже санузел здесь показывает как часть сценария жизни, а не просто набор предметов. Тут у нас типа спальня. Есть все, что угодно. Спальня, гостиная, рабочая зона, все уже собрано в один логичный маршрут. Ты не фантазируешь, ты сразу видишь результат. О, и балкон. Потрясающий. Балкон как бонус. Даже он встроен в общий сценарий квартиры, а не оставлен на потом. Вот в этом плане Ikea, конечно. Самое сильное в IKEA — это готовые решения. Комната за комнатой, пространство за пространством. Ты просто идешь и считываешь идеи. Все комнаты, короче, с готовыми решениями. И вот это просто вообще потрясающая находка. Особенно если у тебя квартира 30, 40 или 55 квадратных метров, ты сразу понимаешь, как ее можно обставить, без дизайнеров и бесконечных сомнений. Вы просто приходите с бумажечкой, выписываете все артикулы, которые вам нравятся, заходите в интернет и заказываете их. По сути, это магазин, где тебе уже все придумали. Твоя задача — выбрать. Можно еще вот так вот поделать. И вау, какой он мягкий диван. Блин, какой кайфовый диван. И вот здесь начинается опасная часть, когда ты просто трогаешь матрас и уже мысленно ставишь его у себя дома. Он с подкладочкой еще. Вау, просто красота. Детали решают. Текстуры, зеркала, мелкие дизайнерские штуки. Недорого, но сразу создают ощущение законченного интерьера. Вот про что я говорил, да, вот они должны писать 55 квадратов. И когда ты видишь подпись 55 квадратных метров, все встает на свои места. Ты понимаешь масштаб и понимаешь, что так можно жить. IKEA продает не мебель, она продает ощущение, что твоя квартира уже может выглядеть нормально прямо сейчас. Вот такую рулетку урвал. Урвал что? Они здесь висят каждые 50 метров. Я такой, блин, да где гребаные карандаши? Черт их бы побрал. Подхожу, спрашиваю, где карандаши? Вот все, у нас нет больше карандашей. Вот как раз 2 недели назад отменили во всем Таиланде. А теперь для подписчиков моего канала я оставил вам такую пасхалочку в магазине IKEA. Но я думаю, если вы здесь будете, она уже, как сказать, ее уберут с этого стеллажа. Поэтому я все равно оставляю ее вам. И вот. И цепляю рядом вот так вот для всей аудитории, я имею в виду и для англоязычных, и для русских. Вот оставил здесь свой след, так что вот так вот. Дружище, подписывайтесь, ставьте лайки и колокольчики, а мы погнали сейчас посмотрим, что есть в ресторанах IKEA. План был простой и, как оказалось, слишком оптимистичный. В этот день все в IKEA работало немного иначе. Вместо обычного меню — рождественский формат, Christmas Dinner, Christmas Buffet. Фиксированная цена, шведский стол и строгое время. Всего лишь 500 бат с человека. Обычную еду здесь подают только до 4 часов дня. Мы, естественно, пришли позже. И в итоге ни фрикаделек, ни привычного меню. Только афиши, цифры и ощущение, что ты что-то пропустил. Так что в этот вечер в IKEA мы остались без ужина. Максимум, на что мы рассчитывали, это небольшой план Б. Пара сэндвичей, короткая пауза и прогулка по магазину. Иногда даже здесь все складывается не по инструкции. Но с IKEA на этом история не заканчивается. Отдельный кайф IKEA — это их продуктовый отдел. Не ресторан, а именно магазин с фирменной едой. Это, короче, вот такой отдел с мармеладками. Я такого не видел ни в Куала-Лумпуре, ни в России. И помимо этого здесь что еще? Всякая заморозка. Заморозка уже более знакомая, но все равно выглядит как продолжение их философии. Быстро, просто и понятно. Фирменные напитки и снеки из серии «возьму, просто попробую», а потом почему-то ты берешь больше, чем планировал. Прикольно здесь еще есть. Это вот такой вот соус понравился. Но, блин, тащить 250 грамм, там у нас уже и так перевес. Проблема путешественников номер один — хочется, но чемодан против. Соусы, лосось, вегетарианские позиции. IKEA явно старается угодить всем сразу. Даже если ты не вегетарианец, выглядит любопытно. Маркетинг работает. Как это называется? Когда долго в дороге начинаешь забывать слова, но не интерес к еде. Ё-моё, вообще башка тупая, уже русский язык забыл. Хлебцы, ёпт. И вот что реально удивляет — это ассортимент готовой продукции. Не просто при магазине, а полноценная линейка. Прикольно. Мы взяли, короче, шоколадочки только. И сейчас еще пойдем найдем кофеечек. Минимальный набор для счастья. В Бангкоке есть одна странная особенность. Здесь почти нет границы между городом и пространством для покупок. Ты можешь ехать на байке, идти по улице, спускаться в метро и в какой-то момент просто оказываешься внутри торгового центра. Дело не в шопинге, дело в климате, плотности и ритме. В этом городе торговые центры — это укрытие, транспортный узел и место жизни одновременно. Поэтому здесь рядом существует мебель, еда и технологии. И ты даже не замечаешь, как переходишь от дивана к айфону, от фудкорта к витрине с техникой. Сейчас мы в одном из магазинов Apple в Бангкоке.
Хочу быстро и по-честному сравнить цены на технику здесь и во Вьетнаме с учетом налогов и реальной итоговой суммы. Берем минимальный MacBook, цена у него 55 тысяч бат, это у нас 46 миллионов. Здесь можно вернуть налог примерно 5,5%, а в итоге выходит около 52 тысяч бат. Это примерно 43 миллиона донгов. В то же время во Вьетнаме этот же самый MacBook стоит 42 миллиона. Блин, ну серьезно, ребят? Короче, я к тому, что техника Apple во Вьетнаме дешевле. Я проверил то же самое на наушниках Apple. AirPods здесь стоят около 8,5 тысяч бат. С учетом возврата налога выходит примерно 8 тысяч бат. Во Вьетнаме такие же наушники стоят около 6800 бат, 6900 бат. И это без каких-либо вычетов. Картина та же самая. По цене Вьетнам снова оказывается выгоднее. Минуточка про впечатление из магазина Apple, официального магазина Apple Store в городе Бангкок. Что здесь реально удивляет, это сам подход в магазинах Apple. Почти вся техника лежит без жесткой защиты. Ее можно спокойно взять в руки, примерить наушники, послушать музыку. Я, например, залив в больших наушниках на пару треков прямо посреди шумного магазина. И в какой-то момент просто перестал слышать все вокруг. И потом я думаю, блин, а почему они как бы не прикреплены? Почему так сделано? Это осознанный подход Apple. Минимум ощущения витрины и максимум контакта с продуктами. Ты держишь вещь так, как будто она уже твоя. И в голове решение о покупке принимается гораздо быстрее. Такой психологический ход отчасти. И финальный вывод. По ценам в магазинах все совпадает с официальными сайтами. Если выбирать строго по деньгам, Apple сейчас выгоднее покупать во Вьетнаме. Если говорить про опыт и атмосферу, Apple Store в Бангкоке точно стоит визита. Несколько дней спустя, и мы снова здесь. Идем с вами в Икею пробовать те блюда, которые нам тогда не удалось попробовать. Погода сегодня шикарная, солнце жарит. Сейчас зайдем в Икею, посмотрим, что там есть. И заодно посмотрим, что здесь вообще с едой и ценами. А что с ценами в целом? Классические блюда стоят дороже, чем ожидаешь. Примерно 5-6 долларов за позицию. Булочки, шпинатный суп. Вот это интересно попробовать. Меню здесь большое, но реально цепляют только отдельные позиции. Детское меню неинтересно. Зато есть простые вещи, где цена выглядит честно, без переплаты за бренд. Но главная фишка здесь даже не еда, это пространство. Большая открытая зона. И самое офигенное — это вот этот вид. Вид на город. Люди обедают, отдыхают, кто-то просто лежит и ничего не делает. На обеденном перерыве кто-то спит на пледах. Очень спокойное состояние города, без суеты, без спешки. Кажется, вечером здесь вообще должно быть красиво. Ладно, а теперь давайте смотреть, что мы в итоге взяли. У нас на распаковке шпинатный суп. Вот это мы будем с вами угадывать по вкусу. Я так и не понял, что это. Но мне кажется, что это индийское, вегетарианское. Ну и обычный салат с заправкой тоже непонятно чего. Но интересная штука, вот этот соус, он из сливы. Ну и чили острый, сладкий. Грибной супчик, как напиток. Пюрешка обжаренная, как будто пюрешка и сверху такой корочкой покрыта, как будто ее подзапекли. Но фрикадельки я не попробовал, потому что они со свининой. И овощи припущенные. Давайте приступать. Начнем с супа. Но пахнет он, конечно, мощно. Шпинат, прям такой, знаете, шпинат, прям насыщенный запах. Enjoy a meal. Блин, какой прикольный, интересный вкус. Это не распробовал. Шпинатный суп-пюре. Все, чуть соль, там всякие специи и ничего такого нет. Примерно, да, по консистенции он такой же, как грибной. Можно, наверное, было взять сухариков. Я предпочел взять булочку. Но, знаете, ну прикольно. Да, прикольно, попробовать стоит, но не на каждый день. И вот сейчас подъехал ко мне трюфельно-грибной супец. Так, погнали. Блин, это, конечно, классика. Классика — это тема, это вкусно, это всегда вкусно, это везде вкусно, и всегда это было вкусно. Но в идеале, конечно, да, туда добавить бы сухариков. Окей, супы вкусные, супы, как всегда и везде. Сейчас попробуем пюрешку вот эту обжаренную. О, там что-то еще. Блин, это классическая тоже штука. Возможно, даже, знаете что? Скорее всего, она как будто не натуральная. Либо туда добавили вот эту специю, которая придала ей вот этот вот запах. Но это вот роллтон пюре. Вот помните роллтон пюре? Да, это оно. Угу, да. Это не настоящее пюре. Диslike. Давай попробуем с соусом его. Соусом прикольно. Но этот соус больше к мясу подходит. Фрикаделькам вот как раз таки он залетит. Теперь переступаем дальше, попробуем, что тут у нас. Вот это, наверное, картошка. Какая-то штука в соусе карри. Какая штука в соусе карри, нам еще неизвестно. Да, это явно Индия отдает всеми вот этими мотивами. Пробуем вот эту котлету. Это так я не понял тоже, что я попробовал. Просто мягкая, ну не прям мягкая, как будто она, знаете, вот на маленькие кусочки так разломалась и просто отдает вот этим соусом карри. То есть я особо и не понял, что это по составу. Вот эта котлета.
Пахнет очень вкусно. Так, не распробовал. Давайте еще раз. Блин, ну это, наверное, какой-то вид мяса. Нифига, это не мясо. Если было бы это мясо, там бы написано было бы курица, говядина или свинина. Но это вкусно, это интересно, прикольно, необычно увидеть такое в ресторанах IKEA. Попробуем булочку. Ну, пахнет норм. Сладкая булочка. Прикольно такую на завтрак только разрезать. Маслица, туда что-нибудь еще присыпать. И вообще такую запечь, туда внутрь еще положить вот так вот изюм и запекать. Если вот сладкую делать, это вот будет кайф. Посмотрим, какой тут рис, насколько он вкусный, да. Ну, нет, просто безвкусный рис. Так что что-то мне не особо нравится в этой Икее. Пока что малазийская Икея в топе. И вот такой соус плам. На вкус сладость отдает, которая от самой сливы. Переходим к салатику. Давайте попробуем с заправки. Это же, короче, вот этот соус, это вот этот соус. Поэтому остальные овощи, мне кажется, не как овощи. Свежие выглядят. Что здесь? Руккола, лист салата, шпинат, чуть капусты, чуть морковки. На дне, я уверен, ничего нет. Представляете, забыл про вот эту вот свеклу. Но заправка как заправка, я тоже ей не удивлен, потому что она продается в каждом магазине продуктовом практически. Маринованная капусточка. Вообще классно, вот это вкусно. И попробуем вот этот напиток. What kind of flavor is it? Пьешь и просто не понимаешь, что это такое. Это неплохо, это и не хорошо, но когда дает клубникой и немножко как бы газов есть, потому что такое, знаете, после вкуса ты выпиваешь, и потом на языке такая волна такая, фу, как будто с газиками поднимается, но там газов нет. То есть это вообще без газа, просто вода со вкусом клубники и чем-то еще. И кучами консервантами. Короче, вот такой вот небольшой обзор. Икеа в Бангкоке в центре города. Будете здесь, заходите, полюбуйтесь видами или работаете на удаленке. Можете поработать на удаленке, как вот ребята это делают, приходят сюда и работают. Забыли вот такую штуку, там же куча всяких напитков есть в автомате, который ты подходишь, так вот no limit типа наливаешь. И вот этот вот напиточек, вот оно, жидкое золото. Это, короче, такой вот лимон, водичка со вкусом лимона и лайма. Кисло-сладкое вообще вот. Вот эта тема, вот это лайк. На обзоре икеишное мороженое вообще. Когда-нибудь видели в Икее мороженое? Я не помню, что оно было. Помню, были пончики, но здесь другие всякие десерты попадаются. И вот на обзоре у нас вот такое мороженое, фисташка. Фисташка с шоколадом тема. Оно еще и тает быстро, сука. Блин, кайф. Короче, да, самые, наверное, зачетные в ресторанах Икеа. Вот такие десертики. И вот в том числе мороженое. Оно такое... Блин, приятная, не сильно приторная, в меру сладкая, вообще кайф. Крошка шоколадная чувствуется. Она тогда прикольно ощущается, вы ее чувствуете на языке, и в то же время она просто начинает таять, и все. И вы такие типа, что за песня? Да, морожка тема, а теперь сама вафля. Вот вафля, она тоже прикольная. Сладкая, молочная, мороженое зачет. Стоит 49 бат. И про то, как я сильно люблю мороженое, насколько сильно я люблю мороженое, вот, примерно настолько. На этом обзор в Икеа подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, пишите комментарии. Заходите на канал, смотрите, что еще есть на канале, какие есть видео с разных локаций, с разных городов, стран. Много что по Вьетнаму есть. Все. Пишите. На связи. Увидимся.